попробуем вместе с вами разобраться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Киева. Перед вами карта центрального региона Украины. Ну, там мне вот, кстати, люди пишут, что это за деление Украины. Вы и так поделили политики Украину, еще вы делите. Друзья, ну, это от невежества. Ну, кто задает мне такие вопросы, да, это от невежества. Я не хочу ни в коем случае каким-то образом оскорблять вас, но смотрите, традиционно, а это было еще во времена Советского Союза, когда Украина была одной из республик, которая входила в Советский Союз, было разделение каждой республики на регионы, потому что если вы посмотрите карту, то, в общем-то, Украина огромная по площади страна, в которой, кстати, в Советском Союзе проживало 52 миллиона, в отличие от того, что проживает сейчас. Дай бог, чтобы 25 набралось. Так вот, советские ученые, конечно же, экономисты поделили на регионы территорию республики, то есть это западная часть Украины, это центральная часть Украины, о которой сейчас мы будем говорить, это северо-восточная часть Украины, где идут боевые действия, Донецко-Приднепровский регион и Причерноморский регион. Это было сделано с одной целью, чтобы как бы информацию, которая характеризует развитие экономики, в том или ином регионе, ну, это просто удобнее и логичнее. Нельзя сравнивать западную часть Украины, где входят, ну, я вам просто пример приведу, 8 крупных областей. Сравнивать с небольшой частью Украины, которая не Донецко-Приднепровский регион, кстати, Донецко-Приднепровский регион до войны это тоже был вообще самый большой регион по количеству населения. Вы же помните, политики всегда ориентируются, где больше людей, те песни они будут петь. Сравнивать некорректно западную часть Украины, она была на втором месте по количеству людей, с небольшим причерноморским регионом, куда входил Харьков, говорю, Херсон, входил автономная республика Крым, так назывался вот тот Крым, который не наш. И, значит, что там еще у нас? Ну, Киев, вернее, Киев, что-то я сегодня заговариваюсь, этот самый, Одесса и, естественно, Николаев. Поэтому, друзья, надеюсь, ответил на этот ваш вопрос, почему я не делю страну на там, какие-то эти самые, как оно называется, правильные украинцы, неправильные. С точки зрения экономистов это было разумно сделать именно такое региональное деление республики, тогда это была республика, для того, чтобы отслеживать корректно и сравнивать все процессы, которые происходят в экономике. Итак, друзья, давайте переходим непосредственно уже к рынку недвижимости. Я напомню вам, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. Сегодня мы говорим о центральном регионе, а точнее о городе Киеве, куда входят город Житомир, город Черкассы, город Крапивницкий и город Винница. Давайте очень кратко. Это сводные данные такие, обобщенные. Легенда карты нам говорит, что до войны в городе Киеве проживало 2 миллиона 950, что-то я заговариваюсь сегодня, друзья, 2 миллиона 950 тысяч. Население такое было довоенное. Вот официальная статистика можете посмотреть на сайте службы статистики. А потом население города Киева, друзья, увеличилось и увеличилось. Но я так думаю, что как минимум на полмиллиона. Почему? Потому что я объясню сейчас логику, почему я думаю, что полмиллиона, потому что, ну вот я с ноября месяца не живу в городе Киеве, благополучно покинул эту, так сказать, Богом, ну ладно, не будем Всевышнего вспоминать, да, покинул данную территорию. Так вот, людей в Киеве в ноябре месяце 2025 года проживало очень и очень много. В отличие от довоенного населения, а я очень хорошо помню, потому что я такой активный человек, и ну, вот реально населения очень много.
появилось это внутренние мигранты, то есть с разных областей приехали люди, с учетом того, что в Киеве, наверное, ну, более спокойнее. Ну и, конечно, переехали в Киев всякие упыри, которые наживаются на войне. Ну, как уже не купить себе домик или там, я не знаю, под Киевом или квартирку, пентхаус на каком-нибудь там 24 этаже города Киева. Ну, разве это, как оно называется? Один Зварыч такой был судья, засевал миллионами свои кабинеты, а эти новые упыри, коррупционеры, да. Ну, почему упыри? Потому что наживаются на войне. То есть это противоестественно для любого адекватного, нормального человека. А для них это кому война, кому мать родна. Поэтому, друзья, на сегодняшний день я предполагаю, что в городе Киеве проживает порядка 3,5 миллионов. Но буквально неделю назад, вот как начали все эти блокауты, Кличко, ну у него тоже там сегодня 600 выехало тысяч населения, потом приехало. То есть, ну, человек явно то ли работает этим боксером, то ли на полставки мэром, непонятно, да. Ну вот мне нравится, когда его сравнивают с этим персонажем из Булгакова, который тоже вот душили мы, душили, рассказывал, как они, так сказать, проводили зачистку этих самых котов. Так этот товарищ примерно то же самое делает с маленьким или ФОПами, физособы, которые хотят выжить на территории города Киева. Но я сейчас о чем? О том, что Кличко заявил, что порядка полмиллиона людей выехало с города Киева. Вот. Буквально за последние 10 дней, я так понимаю, они могли это отследить только по, ну, биллинг это по телефонам мобильным. И, скорее всего, это люди, которые приехали в надежде, что в Киеве будет хорошо, сухо, тепло, не будет обстрелов. Это люди, которые, естественно, с деньгами приехали, потому что в городе Киеве на сегодняшний день аренда растет. И такая, в общем-то, ну, мягко говоря, во время войны такая достаточно, ну, уступает только городу Львову, наверное. Так вот, эти самые люди, которые приехали в надежде в Киев, что будет тепло, сухо и уютно, скорее всего, они поехали дальше, может, в Западную Украину, может, я не знаю, куда-то в другие места. Почему? Потому что, ну, реально, как бы в Киеве, вы же знаете, да, беда бедой, ни света, ни воды, и причем это ну, достаточно в холодное время, февраль, конец января. Ну, в общем, вы лучше меня знаете. Слава богу, как бы я уже не нахожусь в городе Киеве, но у меня там остались, к сожалению, мама, родственники, поэтому я с ними общаюсь и все это как бы чувствую тоже, ну, их настроение. Итак, сейчас я предполагаю, с учетом того, что люди выехали, 600 тысяч, как сказал наш то ли мэр, то ли боксер Кличко, я думаю, что вот где-то 2 миллиона 900 тысяч, это, так сказать, людей и осталось. Количество предложений, друзья, это количество предложений, которые мы отслеживаем по всем интернет-порталам, сайтам, которые публикуют, где предложения для продажи недвижимости. Мы видим, что это 65 тысяч, ну, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, понятно, что это первичный и вторичный рынок. В это число попала первичка и вторичка, что показало нам за январь месяц снижение минус 7,1%. Друзья, это впервые, ну, уже за много лет, наверное, года за 3, когда так резко по предложениям просел рынок недвижимости. Это неудивительно. Вспомните январь месяц и вспомните, сколько дней было отключено электричество. Ну, мы говорим о городе Киеве. Я вам могу сказать, что в лучшем случае давали по 2 часа, это в лучшем случае, а иногда по 3 часа. Ну, у меня мама ходила там в пункт этот незламности, это ж надо пафосно так обозвать. Ну, это, конечно, безумие какое-то. Ну, так или иначе, вот эти пункты, как они, незламности, да, там люди могли прийти зарядить свои, так сказать, гаджеты, телефоны. Поэтому, естественно, люди, которые выставляют для продажи недвижимость свою, они выставляют это через интернет-порталы, нет света,
нет объявлений. Все, в общем-то, понятно. Поэтому на 7% в январе месяце снизилась активность по предложениям. Дальше, друзья, социальное жилье. Не буду говорить только о процентном соотношении. Снижение минус 0,19%. Это вторичный рынок, друзья. Это, ну, как оно называется? Наверное, первый месяц, кстати, я говорил об этом, что, скорее всего, с января месяца мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра, потому что, ну, это безумие жить или выживать в этих каменных джунглях, да, без света, без воды, и чтобы еще стоимость росла, стоимость, я имею в виду, квадратного метра. Поэтому незначительно, я предполагал, что на 1% будет снижаться каждый месяц, но видим уже незначительно, но все-таки снижение, да, минус 0,19% это социальное жилье, эконом-класс. Эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок, здесь нет, продолжается рост незначительный, плюс 0,14%. А в декабре месяце, сравнивая с ноябрем, был почти 1%. То есть не спадающая динамика все равно мы видим, уже не растет по проценту в месяц, уже меньше. Да? Средняя аренда одно-, двух-, трехкомнатной квартиры. Здесь мы сравниваем, друзья, декабрь месяц 2025 года, прошедший, с сентябрем 2020, также 5 года, то есть третий, четвертый квартал. Видим, аренда растет плюс 1,78% за квартал. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы видим, что первичный рынок эконом-класс квартиры подорожали на 0,24%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 0,31%. И первичный рынок квартиры элитного класса подешевели на 0,17%. То есть два сегмента, два класса нам показали снижение по стоимости. Это элитный класс, первичный рынок, и социальное жилье. Это самый большой класс, который, в общем-то, эксплуатируется на территории Украины. Да, и количество предложений мы тоже увидели, показало снижение. Итак, от обобщенных данных, надеюсь, я вас не утомил цифрами.